Ну что, привет, друзья. Тут такое мычание ягнят раздается, ну просто ужас какой-то. Дело все в том, что вроде бы, как бы говорят, слухи такие ходят, что Зеленский и Украина собираются завтра в Стамбул на переговоры. Ну, завтра действительно могут состояться эти переговоры. Уже давно про это говорили. Два раунда прошли. И вот, наконец, Зеленский говорит, а я готов лично встретиться. И тут западные средства массовой информации раскрутили все это. Ну как, Зеленский предложил то, что Россия говорит уже давным-давно. Давайте мы встретимся на третьем раунде наших переговоров в Стамбуле. Меморандум-то у вас уже лежит на столе. Это как бы не заметили. Но зато заметили, что Зеленский предложил встретиться. Ну, во-первых, никто с Зеленским встречаться в Стамбуле не будет. Про это уже говорили многократно. Про это говорил Путин, про это говорили другие высокие политики, лица из России. Мне кажется, что не мешало бы, конечно, один раз и навсегда это просто закрепить не эзоповым языком, а прямым языком и сказать, что, друзья, а вы как не садитесь, но Зеленский вы не годитесь для проведения этих переговоров. Когда вы будете нормальным президентом и когда это будет нормальное легитимное правительство, тогда мы поговорим. Это не мешало бы сказать. Ну, ладно, это отставляем в сторону. Собираются собираться, отличное выражение такое, собираются собираться завтра в Стамбуле и будут говорить про то, что про что будут, кстати, говорить? Вот я, как говорил Михаил Сергеевич, я начал, а как закончить, непонятно. Потому что о чем говорить? Меморандум России давно уже лежит на столах не только у Зеленского, но и у руководителей НАТО, Евросоюза, у Трампа, у самого Зеленского, конечно, это уже давно лежит. А что они там ответили? Пока не ответили ни на что. Мы знаем, что меморандум лежит на столах, ответа нет, они собираются на переговоры. А что же нам ждать на этих переговорах? Я отвечу. Первое, что хотели бы услышать в Европе, и что, я думаю, хотели бы услышать на Украине, это некий сигнал о уходе Зеленского. То есть должно быть как-то сформулировано присутствие украинской делегации таким образом, что было понятно, это прощальная лебединая зеленая песнь Зеленского. То есть вот на переговоры вышли, но после переговоров вы уже, Россия, Европа, должны считаться с тем, что руководителем Украины будет кто-то другой. Другой. Кто будет другой? Говорят, Залужный, с трудом верю. Я понимаю логику зарубежных любителей Украины, и по этой логике, конечно же, следующим руководителем Украины должна быть темнокожая женщина, лесбиянка, желательно имеющая определенные физические недостатки, относящиеся к категории меньшинства, и имеющие право на недискриминационное отношение к ней. Поскольку таких я не вижу в окружении украинского руководства, то трудно представить себе, что кого-то сегодня, кроме Зеленского, могут предложить. Но только если вдруг Зеленский не изменит пол. Сегодня это же сегодняшняя западная такая мулька. Ну как? Зеленский может спокойно изменить пол. И из такого Зеленского президента он станет Зеленской такой президенткой. Как это будет по-украински? Президентка. Президентка Зеленска. И вот он станет президентка Зеленска, изменит пол, ну, покраситься никаких проблем нету, физических недостатков искать не нужно, у него и так они есть в психической области. Так что я думаю, что, в общем-то, все нормально. Так что старый, новый Зеленска ожидает своего выхода на арену. Ну, а если серьезно говорить, то, конечно, будет сделана попытка показать свои рога
показать, что Украина ни на что не способна в плане договоренностей каких-то, и что Украина будет и дальше вести свою вот эту политику, при которой все предложения, которые будут исходить от России, будут заранее определены как предложения агрессора, как предложения, которые невозможно использовать, и, в общем-то, такое рогатое противостояние, которое тоже закончится, конечно, ничем. Если меморандум, который давал Путин Украине, и этот меморандум действительно рассматривался, и этот меморандум будет отвержен украинской стороной, ну, как самое серьезное последствие, это, конечно, потеря Украиной очередной части своей земли, своей территории, потому что понятно, что 50 дней ультиматума будут постепенно сжиматься, как шагреневая кожа, и к тому времени, когда Зеленский и его команда определит, что мы наконец-то готовы, это большой вопрос о том, что будет готово, и будет ли этот меморандум в том виде, в каком он есть сегодня. Может быть, он уже будет совсем другим. Но человек, похожий на Зеленского, он неожиданно вдруг осознал всю эту проблему и высказался по этому поводу. Добрый вечер, Владимир Рудольфович. Вот честно, думал, не буду сегодня звонить. Ну что нового рассказывать? Все как обычно. Рамштайн вот провели в онлайне, как будто ковид вернулся. А я, дурень, думал, в Германию съезжу, пивка попью, нервы успокою. А тут на тебе, сиди, смотри, как они в зуме рожи умные корчат. И главное, ни хрена не понятно. Писториус там так бодро заявляет, мол, поставим 5 патриотов, радостный такой, оптимистичный. А я сижу считаю, стоп, а где еще 12? Обещали же 17. В общем, дурят, как всегда, никакой управы нет. Я вот уже специально Дениску Шмыгу на оборону поставил. Этот попрошайничать умеет лучше всех. Моя школа, между прочим. Сегодня уже начал, дайте, говорит, 6 ярдов, очень нужно. Вчера, правда, мы с ним про 5 говорили. Ну, видимо, решил проявить инициативу. А шо молодец, хлопец. Я уж хотел Трампу набрать, пожаловаться на это европейское жлобье. Но потом подумал, да не до меня ему сейчас. Он вон разошелся, как Обаму гасит. Вспомнил, как тот ему гадил и России всех пугал. Хотя, честно, не верю я в эти их местечковые разборки. Как у вас говорят, ворон ворону глаз не выклюет. Ну вот и я так думаю. Кстати, по поводу Макса, вы же тогда помогли. Поставил, но попробовать не успел, СБУшники тут же налетели. Говорят, пане президенте, ви що з глузду з'їхали? Це шпигунська платформа москальська. Я, конечно, отбрехался, но на всякий случай удалил. Так что, если вдруг будет возможность, передайте симку новую. Буду признателен, а то зарегаться снова не могу. Ну, вроде все, пошел в бункер прятаться. До связи. Слава России. Но вот Фридрих Мерц, он готов башлять, готов платить деньги дальше. Башлять не люблю это слово, но вот в его понимании это как раз именно башляние. Вот сейчас вот прошла информация о том, что Германия покупает 5 батарей Patriot. Слушайте, дорогие мои зрители и читатели, а кто первый об этом сказал? Помните, на меня тут некоторые телеграм-каналы напустились. Да что вы рассказываете, откуда все это? Я сказал задолго до того, как это стало официально известно. И я это на моем канале озвучил и сказал, Германия купит все 5 батарей. Сказал Мерц, что буду советоваться с моими европейскими коллегами, но купит именно Мерц. А кто сказал про самолет Ан-124 «Руслан»? На каком канале было это сказано, что этот Руслан совершил свой перелет, неожиданный перелет из Украины, на самом деле он летел от Днепра до Лейпцига, совершил неожиданный перелет не потому, что там идет вопрос о технических перестройках. И, кстати, нашелся тут один очень умный комментатор. У нас всегда много, у нас все комментаторы хорошие, но есть особенно есть хорошие других. Так вот, комментатор, который хорошее других, он говорит, да Мрию-то давно разбили русские, когда разбомбили там под Гостомелем, ее давно нету. Самый хороший из хорошеевских комментаторов, специально для вас сообщаю, самолет Мрия
Это не самолет «Руслан». Ну, и если вы не знаете украинского языка, то сообщу, что «мрия» по-украински – это мечта женского рода, а «Руслан» – это мужское имя мужского рода. Ну, это специально для специалистов по аналитике из ЦИПСО, которые внимательно слушают мой канал. Но я вам хочу сказать, если без шуток дальше, то Германия пойдет еще дальше. Они на этом не остановятся. Они будут платить очень большие деньги, и в числе того вооружения, которое Мерц готов поставить на Украину, есть еще кое-что. В частности, 5 батарей они оплатят сами полностью, 5 батарей Патриот. Еще 5 батарей они дадут в долг по кредиту. Какой это будет кредит, расскажу отдельно. Он будет выдаваться как кредит возвращаемый, но на самом деле там будут поставлены условия, из которых станет понятно, что это кредит просто подаренный. То есть это фактически та же самая покупка этих батарей. Оставшиеся 7 батарей из 17, о которых сейчас говорят в Европе, будут куплены совместно европейцами, тут разделят по копеечке, и Германия в этом тоже будет участвовать. Правда, по времени поставки, я думаю, что к этому времени уже будет Зеленська, а не Зеленский, и будет уже к этому времени меморандум принят, правда, не тот, который сегодня, а тот, который будет позже, и все вопросы будут решены. Ну, пусть поставляют. Как говорится, у хозяйстве усе згодится. Но переведу на немецкий язык, как говорится, в хозяйстве все найдет свое место. Ну, кроме этого, Германия собирается поставлять гигантское количество дронов, работающих с искусственным интеллектом, порядка 20 тысяч штук до 2026 года. На самом деле их может быть намного больше, но эта цифра была озвучена. Системы залпового огня «Марс» 7 штук стоят в планах, и они могут быть поставлены на Украину. Будут развернуты ремонтные базы для ремонта тяжелой техники на Украине, а в Германии будут развернуты базы. А будут модернизированы морские дроны, которые создаются по чертежам еще гитлеровской Германии. Был такой катер, который назывался «Линза». Его использовали бойцы Канариса, руководителя, адмирала Канариса, руководителя Абвера, который разработал тогда эти дроны, которые сегодня фактически один-один скалькулированы украинскими специалистами. Но вследствие этого понятно, что «Северный поток-2» будет похоронен навсегда, и никаких заказчиков не будет найдено. И только один человек, Алиса Вайбель, сказала честно, что она думает по этому поводу. Wir wollen endlich, dass Politik für unser Land gemacht wird und nicht gegen die Inländer, die das Geld hier verdienen und die Steuern zahlen. Wir haben keine Lust mehr mit anzugucken, wie die Menschen, die täglich aufstehen, Familien großziehen, zur Arbeit gehen, ausgepresst werden wie Zitronen und für andere Leute mitbezahlen müssen. Das halten wir für zutiefst unfair und ungerecht. Und dann geht unser Staat dahin, die Friedrich-Merz-Regierung, und schenkt der Ukraine 9 Milliarden an deutschem Steuergeld und will jetzt für 5 Milliarden Patriot-Raketen für die Ukraine einkaufen. Das versteht niemand mehr. Für alles ist Geld da, nur für die eigenen Menschen nicht. Und das ist auch der Grund, warum wir als Alternative für Deutschland immer mehr Zulauf bekommen, weil wir Politik für die Menschen in diesem Land machen, für die Arbeitnehmer, die diesen Staat nämlich finanzieren müssen. Ну, должна же найтись хоть одна женщина, которая оказывается смелее многих мужчин, для того, чтобы открыто сказать о том, в какую же яму падает сегодня Украина, и тащит за собой в эту яму и такие страны, как Германия, ну и всех остальных в том числе. За Германию мне особенно обидно, понятно по каким причинам. Но что, как говорится, дуракам закон не писан. Но, знаете, я убедился в том, что, конечно, у нас есть и пророки в нашей земле, в нашей бывшей советской земле, но она, правда, никуда не делась. Вот Иосиф Бродский, которого не все любят, а я его очень люблю и с удовольствием его читаю, все-таки он был гений. Вы знаете, он в далеком 1965 году знал, что вот в сегодняшней войне у России будут цветочки, ну, в первую очередь, такие как герань. Ну, не только герань. И он написал одно замечательное стихотворение, напомню, в 1965 году. Наизусть я его не помню, поэтому я вам его с удовольствием прочитаю. Он знал, что у России особая сила в цветочках, в цветах. Итак, розы, герань, гиацинты, пионы, сирень, ирис,
Не на страшный их гроб из цинка розы, герань, нарцисс, лилии, словно из басмы, запах их прян и дик, левкой орхидеи, астры, розы и сноп гвоздик. Прошу отнести их к брегу, вверить их небесам, в реку их бросить, в реку, она понесет к лесам, к черным лесным протокам, к темным лесным домам, к мертвым полесским топям, вдаль к Балтийским холмам. Ну, гений насчет цветов, Балтийских холмов, ну и прочего всей этой фигни, которую теперь покрывают российские цветы. Всем хорошего дня. Пока.